Внутри меня шумят деревья автор Чейнсоу. Антон стоял среди сосен один, задумчиво вертя в руках, рассматривая ветку, которая умудрился напороться в темноте. Посветил на плечо, ветровку порвал, но ссадина вроде несерьезная, почти не болит. Он снова взглянул на злополучный сучок. В отдалении по земле, камням и стволам деревьев прыгали пятна света, откуда же доносилось голоса разбредшихся от лагеря кто-то молодых ребят. «Макс, ну где?» – то и дело раздавалось в лесу. «Макс, выходи, скотина, сильно бить не будем». «Ты со скалы упал и башку разбил, мне тетя Таня мою собственную оторвет, так что лучше вылезай уже, ха-ха-ха». Поиски продолжались с тех пор, как кто-то заметил, что давно нигде не видел Максима. Свидетели подтвердили, что до своего таинственного исчезновения Макс успел порядочно наприкладываться гулявший по рукам фляги с водкой. Организованный на месте совет трезвейших принял решение отправить спасательно-поисковую экспедицию за пропавшим товарищем. Не то чтобы им ничего больше делать, однако местность вокруг лагеря была в сущности поросшим лесом скалами. Хватало тут больших каменюк, выступающих из земли корней и крутых оврагов, ведущих вниз к морю. В дождливую погоду они наверняка превращались в бурные горные ручьи. Пьяный студент мог с дуру покалечиться здесь десятком разных способов, потому и искали. «О, ты чего здесь делаешь?» – донеслось со стороны костра. «Эй, чуваки, возвращайтесь! Этот придурок тут сидит, сам нашелся». Когда Антон выбрался обратно на поляну, все уже расселись, и костер подкинули дров. Кто-то ржал, взвизгнула девушка, в темноте не разберешь, кто именно. Снова достали фляжку, Семен докопался до бледного Макса, приобняв того за плечи по-дружески, но в то же время немного угрожающе. «Ну, рассказывай давай, где ты был, козлина?» «Да там», неопределенный взмах руки дал направление аж наполовину лесного массива вверх по склону. «Там, значит, ага, понятно, что ты делал там, пока мы тут ноги по кустам ломали и уж поминать тебя собрались? Там ну, сходить, посмотрите, так интересно там. О, да ты, брат, гляжу, окосел совсем, никак горный воздух подействовал. Маш, ну куда уж ты ему фляжку пихаешь, не видишь, он бы хуй в дудку, дай-ка лучше мне». «Интересно, там сходите в лес, там продолжал бормотать про себя бедняга, нервно почесывая локти. Никто, впрочем, не заинтересовался. «Народ, эй, народ!» – позвал Антон, усаживаясь возле костра напротив найденыша. «Хотите, я вам историю расскажу?» «О, еще история, страшная, надеюсь». «Не надо страшной», – попросил какая-то из девушек. «Да как это не надо? Какие же еще истории ночью глухомане рассказывать? Ну ты чего?» «Тох, страшное будет». «Страшное, – ответил парень, улыбнувшись. «А главное, не придуманное. Вот вы все страшивали, чего я с вами в поход никогда не хожу. Я, прикиньте, леса боюсь. Темноты, в смысле, да я тоже, в общем. Нет, не темноты, именно леса. Ну давай уже, не томи, эй, не галдите там, пускай расскажет». Антон с сознанием дела выдержал паузу, чтобы все успокоились. Это не заняло много времени. Места здесь были дикие. На всем побережье они были совершенно одни, без связи, а катер, как все знали, приплывет только через 4 дня. Он навел слегка посерьезнейших слушателей взглядом, давая им во время сознать этот факт. Темно, тихо, ни души, разговоры умолкли сами по собой, поляну выкрыла тишина, прерываемая только треском горящих поленьев, да редким шорохом ночной птицы в ветвях, смыкавших к кромешной темноте над их головами. Невидимая, но всеми подступно ощущаемая, тонная камня нависала над их стоянкой безымянная гора, на которую взбирался, спотыкаясь на утесах лес. С другой стороны доносился приглушенный шум ночного прибоя, без устали перемешивавшего гальку где-то там внизу. Вдали у самого горизонта отражались в воде огни одинокого танкера, идущего в порт. Только это подтверждало, что компания по-прежнему находилась на обитаемой планете. «Итак», – начал Антон, – «в детстве, когда я жил в деревенском доме дедушки, в мое окно каждую ночь пыталось войти чудовище. Я был пугливым ребенком, любителем почитать, такому от предков, каких-нибудь страшилок. Когда меня на целое лето сослали на печенье родителей отца, я даже прихватил с собой пару любимых книжек Роберта Стайна. Кто-то наверняка видел эту серию с ляповатыми обложками. Вы скажете, наверное, что именно Стайн, прочитанный запоем при свете фонарика вкупе с незнакомой обстановкой, стали тому причиной. Но сразу после приезда я стал плохо спать, каждую ночь по нескольку раз просыпался, нашаривал очки и долго взглядывался в темноту комнаты в поисках источника загадочного шума. Бабушка и дедушка жили в половине большого, выкрашенного побелкой дома на 4 комнаты, не считая кухни и стекленелого крыльца, где хранились мешки с мукой, сахаром, бог знает какими еще припасами. Вторая половина дома находилась уже на другом участке, там жили какие-то соседи.
Наш участок был велик и таинственен, как неизвестные земли в устьях Амазонки. Там были гаражи для дедушкиных уазов, нескольких сараев, сад, птичий двор, огород, малинник. Короче, целые дни там летом я посвящал исследованию двора, словно отважный колонизатор, пробирающий сквозь дикие джунгли. Компанию мне составлял дедов пес, здоровенный мохнатый добряк по кличке Пират. Ночью же вся моя отвага куда-то девалась, и я, бывало, часами трясся на разложенном скрипучем диване, натянув под одеяльник до самых глаз, пока кто-то лезл ко мне не в окно. Стоило прикрыть глаза, и она принималась. О нет, не просто стучать, а осторожно щупалась стыки рам, стараясь подцепить форточку за край. Попасть внутрь дома, оно было умно, мое чудовище. Сперва я не понимал, что за звук то и дело будет меня, но подкараулив услышал это. Первой мыслью стало, что в дом захотят пролезть грабители. Ну да, детективы я тоже читал с удовольствием. Собравшись силами, я решился встать с дивана и подойти поближе. Когда-то и нашел источник звука. Тонкие и узловатые щупы вроде усов огромного насекомого шарили по стеклу с стороны, постукивая и издавая этот самый тихий скрип. А там дальше в темном дворе, за мельтешащими пучками роговых отростков, стояло, покачивалось из стороны в сторону нечто большое, неловкое и безобразное. Оно словно пыталось наклониться, чтобы заглянуть ко мне в спальню, но никак не могло сообразить, как это сделать. Перестав дышать от охватывавшего меня ледяного ужаса, единственное, что я сумел, что включить верхний фонарик для чтения, который крепко сжимал обеими руками. Сделал как раз вовремя, чтобы увидеть, то ли форточка закрывалась неплотно, то ли старания Тавари дали наконец результат, но, клянусь вам, я увидел, как в щель проникают утыкавшись в бабушки тюнь тонкий змеящийся хлыстик, первый из многих, и начинает биться, как разъяренный надвое дождевой червяк, или скорее, как отброшенный ящерицей хвост, скручиваясь и извиваясь в почти полной тишине, слепо шаря вокруг себя в поисках оконной задвижки. Крича и рыдая, я выбежал из комнаты, пронесся по коридору, не понимая, куда направляюсь, споткнулся о порожек, выскочил на крыльцо в панике, побежал прочь из дома. И тут что-то схватило меня поперек тела, подняло воздух. Помню, как дрался и визжал, как намокли мои пижамные штаны. В конце концов понял, это дед, а разбуженный воплями догнал меня и держит тебя растерянный в мозолистых руках, пока бабушка, щурясь на свет лампочки и причитая, спешит к нам в одной ночной рубашке. Так, как только рассвело, дед вывел меня за руку во двор. Мы обогнули угол дома, прошли вдоль заросшей виноградом стены, мимо старой теплицы с болтавшимися на ветру обрывками полиэтиленовой пленки, и там я увидел свое чудовище. Она стояла, раскинув извилистые ветви напротив окна моей комнаты. Это было старое яблоня с толстым, узловатым и почерневшим от времени стволом, и на ней все еще росли листья и даже мелкие зеленые яблочки. Я немедленно попросил деда срубить ее. Вопреки желаниям стариков, вид дерева при свете дня не успокоил меня. Напротив, я испугался еще сильнее, когда понял, чудовище умеет так хорошо маскироваться, что моим словам никто не поверит. Конечно, я убеждал деда как мог. Оно только притворяется яблоней, оно не могло качаться ночью под ветром и стучать в окно, ведь когда я выбежал на крыльцо, никакого ветра не было и в помине. Но дед уперся, он отказался рубить ни в чем не повинное дерево, несмотря на все мои слезы и увещевания. Даже поссорился с бабушкой на этот счет, когда та устала называть его старым дурнем и говорить, что психика ребенка важнее. Дерево посадил то ли его дед, то ли отец, не помню, однако оно определенно было для него важно. Бедный дедушка, наоборот, нарадоваться не мог, что яблоня только-только собиралась плодоносить впервые за 3 года. Мне он посоветовал быть мужчиной, надел свою кожаную кепку и уехал по делам. Я остался с кошмаром один на один. Не особенно помогло и то, что я тайком промазал все щели у окна толстым слоем клея. Момент спал я теперь преимущественно днем, а по ночам, устроив из стульев и подушек пост напротив окна, вооруженный кухонным ножом, смотрел, как монстр пытается до меня добраться. Шли ночь, под глазами у меня появились мешки, а к усталости и страху начала примешиваться злость. Тупой монстр, как ни посмотри, оставался деревом, он даже не мог бы меня догнать, и дедушка говорил, что надо быть мужчиной, я воспринял его слова всерьез, в конечном итоге я решил взять все в свои руки. План был прост, на закат солнца яблоня никуда не выходила из образа, оставаясь обыкновенной деревяшкой, так что в один из дней, дождавшись, пока дедушка уедет, а бабушка будет дела на кухне, подкрался к дереву с большим ржавым секатором в одной руке и табуреткой в другой. Сперва я планировал взять ножовку пароходную,
хладном, вкусно пропахшем бензином гараже, но понял, что с трудом могу ее удержать. А вот секатор подошел мне идеально. Отогнав подальше любопытного пирата, я поставил перед окном табуретку. Сиживая на ней, бабушка обычно собирала смородину. Забрался на нее с ногами, впервые вплотную посмотрел своего врага. Тот выглядел безобидно. В ярком свете отличить чудовище от любого другого дерева в саду было невозможно. Но уж я-то знал правду. С криком «На тебя, получай, получай, паршивый монстр!» и стал отстригивать ветви дерева. Секатор легко брал даже толстые ветви с дедов большой палец. Я успел отсечь штук примерно 5. В полный штиль под безоблачным летним небом дерево монстра задрожало, будто кто-то неистово тряс его за ствол. Дождем посыпались на меня листья и недозрелые яблоки, веточки, кусочки коры. Откуда-то со стороны реки прилетел и пронесся над домами странный низкий гул, от которого завибрировали зубы в челюсти, стекла в рамах. Запаниковала, залаяла собака, а в птичнике поднялся страшный шум, как я потом узнал. Даже бедные кролики разбили свои мордочки, бросаясь на дверцы клеток. Отрезанные ветви сочились вязкой белой дрянью. Я и рад бы сказать, что она походила на сгущенку, если бы не красноватые прожилки внутри этой штуки. Нет, это было похоже на гной с сукровицей, какое бывает от запущенного заражения крови. Эта дрянь заполняла изнутри каждую веточку, потому что под тонким слоем коры и древесины яблоня оказалась пустотелой, словно выеденной жуком-древоточцем. Только это явно был другой вид паразита. Я покачнулся, упал чудом, не напоровшись на свой секатор. Прямо на моих глазах вязкая слизь, поселившись внутри яблони, втянулась внутрь полых, как трубочки веток, словно ее всосали. Вибрация от ствола перешла в землю и растворилась в ней, чудовище исчезло, оставив меня лежать рядом с давно мертвым, сухим, выеденным изнутри островом дерева. Знаете, я никогда не переживал настоящего землетрясения, не знаю, как оно ощущается, но тот день земля подо мной пульсировала так, что на ум невольно прошло видение однажды картинка из детской книжки. Чудо-юдо Рыбакит. Живой остров, огромный левиафан, скрытый под слоем почвы, до которой ничего не подозревающие люди живут, пашут и строят свои дома, древние, как сам мир. Кажется, я потерял сознание. Вышедшая на лай пирата бабушка, что нашла меня, сетовала потом на тепловой удар, отсутствие панамки. Может, это он и был, как знаете, но факт остается фактом. Чертова яблоня не умерла, на ней не осталось ни одного листочка. В итоге дед спилил таки засохшую яблоню и долго дивился, что за насекомые могли сделать такое с бедным деревом. Показывал мужикам, но все качали головами или пеняли на древоедов. Когда он отпилил ствол у основания, я осторожно подполз на четвереньках к пеньку и заглянул внутрь. Там, насколько хватало света, ветвилась, уходя глубже и глубже в землю, полая корневая система. Когда туда стекла дрянь, притворявшаяся деревом несколько сезонов. С чем соединялись эти корни там в глубине, не знаю, зато знаю другое. Тем же вечером я стащил из сарая большую бутылку антифриза, про который бабушка говорила, что это яд, и чтобы я держался от нее подальше, я целиком вылил бутыль внутрь пня, после чего как мог плотно забил отверстие камнями и землей. С тех пор, конечно, прошло много лет, я вырос, кстати, напрочь забыл об этом приключении, но отголоски тех бессонных ночей, когда в окно ко мне случался монстр, остались видно на пыльном чердаке памяти, так что находиться в лесах и парках после захода солнца я не люблю до сих пор, и от того, как так редко хожу с вами в походы. Вот жуть, протянул кто-то спустя минуту всеобщего молчания. Да, по-моему, чушь какая-то. Ой, знаешь, лучше расскажи им, послушаем. А сейчас почему вдруг вспомнил это все, Антох? Чувствуешь себя неуютно, небось? Деревьев тут куча, подмигнул Борис, минуту назад по-джентльменски отдавший свою безразмерную джинсовку Наташе, а теперь ненароком ее внимавший. Для большего надо полагать согрева. Да так, Антон поднял глаза веточку, которую все это время крутил в пальцах и посмотрел сквозь нее на Борьку. Ветка оказалась полой и напоролся на сучок в платьмах, а он, да ты и сам видишь, вот и вспомнилось. Бррр, радость хлопнула в ладони Катя. То есть деревья вокруг нас на самом деле чудовище? Класс. А то схватил за быка завизжавшую девчонку кто-то из сидевших рядом парней. Вот сейчас как уцепят тебя ветками, уволокут под землю. Скажи, Антон,
Давайте сходим, поищем в лес такие Пошли, там интересно, монотонно, невнятно, в сотый раз уж предложил бегущий Макс. Хотя по его виду не было заметно, будто он может куда-то пойти, голова безвольно свешивалась на грудь, изо рта, казалось, вот-вот потекут слюни. Никто ему не ответил, народ увлекся веселой вознёй. «Не спешите, это еще не конец истории», — сказал Антон, плотнее заворачиваясь в ветровку. «А я думаю, он не бухой, а под грибами», — вдруг заявила одна из девчонок. «Он мне еще в машине втирался, сейчас сезон, и он, мол, большой знаток, собирался их поискать». «Ха, узнаю Макса. Может, реально пойти поискать? Ты знаешь, как они выглядят?» «Никто никуда не пойдет, и расскажу, чем кончилось дело, это важно, и вы тогда все поймете, окей?» Спокойно и как-то очень серьезно произнес Антон. «Там недолго осталось, только пока не закончим, чур никуда от костра не отходить, это может быть опасно. Серег, тебя тоже касается». «Да мне бы это отлить», — смутился привставший был из бревна Серега. «Потерпи чуток лады, потом спасибо скажешь». Парень сел обратно, Борис усмехнулся в усы, но влезать с ехидными замечаниями не стал. Чтобы не портить момент, вместо этого добыл из кармана трубку с кисетом и принялся неторопливо, обстоятельно ее набивать. Остальные тоже притихли, глядя на Антона, даже невменяемый Макс замолчал, история продолжалась. Я уж упоминал, что у деда была собака, огромный лабрадор, добродушная, тупая скотина. Так вот, на следующий день после расправы над яблоней пират пропал. Дед махнул рукой, мол, нагуляется, сам придет. Так и вышло. 3 дня спустя, когда я вышел во двор, чтобы сделать зарядку, он лежал в тени своей будки. А только собака заболела. Пират вел себя странно, отказывался вставать, вращал глазами и все время тихо скулил, не позволяя к себе прикоснуться. Никогда даже на кошке не рычавший, теперь пес отгрызался и щелкал пасти при малейшей попытке сдвинуться его с места. Дед сперва глазом своим не поверил. Подогнал УАЗик, начал поднимать пса, чтобы отвезти того в райцентр к знакомому зоологу. И пират насквозь прокусил ему ладонь. Пришлось звать соседей, чтобы уже самого деда везти в медпункт. Там ему наложили 8 швов. Вернувшись с врача с забинтованной рукой, дед сам по себе человек суровый и в воспитании собакой, что по его собственным словам понимавший, взялся за полено. Им, а также неслабым пинком он отходил пират по бокам и спине. Тот не сопротивлялся, рычал только, если его пытались поднять, и странно мотал кудлатой башкой, загребая носом пыль, а к вечеру начал выть. Пес выл без остановки всю ночь. Он рыл лапами землю вокруг, почти откусил себе язык и едва ли заметил это. Глаза, прежде умные, с вечными скорками этого собачьего веселья в янтарной глубине, стали плоскими и пустыми. Не спал, не ел, не пил, только страшно кричал и подгребал лапами. Под конец это даже нельзя было назвать воем. Той ночью я не спал, поэтому увидел, как на рассвете дед, тяжело вздыхая, достал с антресолей промасленную коробку патронов и чехол с ружьем, из которого как-то раз учил меня стрелять. Я выбежал во двор, кинулся к пирату в безрассудной попытке спасти друга, вцепился в густую шерсть детскими кулачками и закричал: «Деда, не надо, пожалуйста, не убивай его!» Мой крик и вой, сошедшие с ума собаки, слились воедино. Нам вторили все соседские псы. Должно быть, в ту ночь не сомкнул глаз в деревне. Дед пытался как мог объяснить, что собачке плохо, что она съела крысиный яд или еще какую дрянь. Ей очень больно и надо это остановить. Что от боли собачка ничего не соображает и может меня укусить. В конце концов, он просто взял меня за майку и отшвырнул прочь, а сам навел двустволку точно в лоб лабрадора, и я оббежал деда, толкнув его, что было сил, снова ухватил шею пса руками, кинулся ему на спину. По лицу у меня лились слезы, из носа текло. И тут собака вдруг замолчала. Пират посмотрел сперва на деда, затем, обернувшись на меня, но обернувшись так, как никогда не делал, да и не смог бы, пожалуй, сделать при жизни. Запрокинув голову себе же на спину, взглянув на меня глазами, в которых не было ничего, кроме боли, пустоты, как если бы была пара слепых бельм, собака затряслась и вдруг опала, как камера от КамАЗа, в которых мы с другими ребятами плавали по речке, если случалось ее проколоть. Пират словно обвалился сам в себя за секунду, превратившись в пустой кожаный мешок, полный скользких, перекатывающихся под мехом костей. Дед застыл на месте, как громом пораженный.
Оружие загромыхало по асфальту. «Я ничего не понимаю», — отпихнула Гами шкуру, оставшуюся от моего дорогого пирата, от того места, где у собаки прежде был живот. В землю уходило несколько кожаных трубок, похожих на пуповины. Они зарывались в грунт, словно корни. И тогда я понял, глупая псина жрала буквально все, что находила на земле. А я, заткнув отверстие от спиленного дерева, совсем позабыл собрать сыпавшись с него яблоки. Первый, по словам деда, урожай за несколько лет. Оно добралось и до пса. Рассказчик оглядел поляну и всю компанию, из нее подбросил пару веток в начавший было сдухать без присмотра костер. Взвился, унес вверх сноп ярких искр, никто не пошевелился. «Макс», — вызвал Антон, — «а, Макс, ты как себя чувствуешь?» В ответ парень только промычал что-то болезненно неразборчивое, такие звуки обычно издают глухонемые. Руками он уже некоторое время ощупывал себя за голову и раскачивал ей из стороны в сторону, как китайский болванчик. Теперь из угла его рта действительно показалась нитка слюны. «Макс, послушай меня, ты слышишь?» «Ишу. Ты ел сегодня грибы?» — утвердительный кивок. «Где взял их? С собой привез?» «Не, Максим поднял руку и указал темноту позади себя. «Да ладно тебе, Тох, ты что думаешь, он...» «А на что это похоже? Ты видишь это?» Антон снова поднял полую ветку. «Для проверки, пока вы его искали, я сломал 6 случайных веток по периметру этой поляны. 3 из них оказались пустыми внутри». «Да ты, блядь, гонишь», — сказал сидевший слева от Макса Андрей. Сказал, но отсел подальше. Тоже породил сосед Макса с другой стороны, и их круг стал напоминать подкову. «Или древнее судилище», — подумал Антон. «Есть еще кое-что. Слышите, как шумят деревья?» «Ну, шумят и чего? Того, где ветер». Все зазирались, то и дело у костра раздавались смешки, но, надо признать, довольно нервные. «Блин, мне теперь страшно», — сказала Наташка. «Слушай, ну не нагнетай ты, хорош уже. История классная, пора и честь знать», — провасил Борис, поглядывая на спутницу. «Да, надо бы развеять обстановку. Сейчас гитара с палатки принесу. Отолью заодно», — поднялся на ноги Сергей. «Фу, можно без физиологических подробностей». «Что ж, иди». Антон продолжал безучастно смотреть перед собой, наблюдая за мерцанием углей. «Мое дело предупредить». Сергей почему-то не спешил трогаться с места, осматривая темноту за пределами круга пляшущих света, то и дело бросая быстрые взгляды на Макса. Темные изломанные силуэты ветвей казались после рассказанной Антоном истории зловещими, опасными. Шли минуты. «У кого есть фонарик?» – спросил Сергей, все еще не сделавший ни шага. «Вот же вы суканы, а!» – возмутился наконец Борис. «Объясняя на пальцах, ветер всегда дует ночью с моря, просто он выше в коронах. Макс объебос, нажрался здоров природы и прознает суть вещей. И его бы в палатку и баньки. А Антон у нас мастак страшилки для детей рассказывать. Снимаю шляпу». «Да, не вопрос, Борь, только прежде чем отходить от костра, попробуйте приподнять Макса. Так немножко на всякий случай, чисто убедиться, нет ли между ним и деревом каких пуповин». Никто не ответил. Над поляной в который раз за вечер повисла звенящая тишина. Вновь стало слышно за скалами далекий ночной прибой. Деревья просто качались на ветру или жадно тянулись ветвями в сторону сгрудившейся у огня компании. Едва ли кто готов был уверен ответить на этот вопрос. Все взгляды так или иначе казались устремлены на Макса. Он по-прежнему не отрывал ладони от лица, но теперь неритмично вздрагивал всем телом, покачиваясь из стороны в сторону. Позади него метались по деревьям огромная рваная тень. Внезапно над поляной раздавалось что-то очень неуместное, тщетно сдерживаемое хихиканье, быстро переросший хохот. Антон, уже не скрываясь, смеялся, хлопая себя по коленям. «Вот умора, не могу, видели бы вы свои рожи». «Ну и козел же ты, Антон!» – облегченно закричала Наташа, собрала с земли пригоршню елох и горок и швырнула их в рассказчика. «Я, правда, секунду подумала, что Макс теперь пришелец». Обстановка разом разрядилась. «Впечатлительные все нынче», – дал свою оценку прошедшему Борис. Поднял и принялся отряхивать упавшую джинсовку. Макс заворочился, встал, непонимающим взглядом обвел собравшихся.
Пойду прилягу, уже немного более разборчиво заявил он. Хреновые какие-то грибы попались в этот раз. Недушевные вообще. Покачиваясь, хватаясь за каждое встречное дерево, он ушел в направлении палаток. «Да, тебе бы книжки писать», – подошел Семен. «Там было хоть полслова правды. Вообще-то было, но я уже плохо помню детали. Местами пришлось импровизировать. Ладно, народ, кто до моря купаться голышом?» «Я тебе дам голышом. Эй, а чего такого?» Лес осветился лучами фонариков. Балагурия, смеясь, подвыпившая компания похватала полотенце и побрела к скалам. Туда, где кем-то из предшественников был оборудован спуск к воде. Антон, все еще ухмыляясь про себя, с удовольствием потянулся и стал расплетать затекшие от долгого сидения по-турецки ноги, мысленно готовясь к предстоящим мучительным мурашкам. Вечер удался, зря он не ездил раньше с ребятами на природу. Разминая ступни, он раздумывал, стоит ему догонять друзей или лучше пойти посмотреть, как чувствует себя психонавт Макс, так удачно подвернувшийся под руку. Скоро он понял, что-то не так. Знакомое покалывание не появлялось. Ноги от пояса и ниже оставались бесчувственными. Разве можно было так сильно их отсидеть? Костер прогорел и давал теперь совсем немного света. Смех девчонок едва долетел из-за деревьев. Окруженная колоннадой целов поляна, на которой он остался в одиночестве, стала вдруг местом крайне неуютным. Ветер вновь зашумел в невидимых кронах где-то над его головой, и Антон попробовал повалиться на бок и чуть было не завопил от резкой боли. С трудом сдержавшись, который раз ощупал чужие, показавшиеся какими-то резиновыми ноги, полез рукой за спину, и да, вот тогда он закричал.